Это для вертикальной, да? Это не вертикальный. Это слэш для поддержания видеокарты, чтобы не провисала веревка. Это их технология, Евга технология. И переходник 12, 3 на 8 пин на 12 пин. Переходник. Так, логотип. Так, и сама видеокарта. Не тяжело. Жесть. Тяжело. Так, еще снимаем. Наклейка почему-то снялась. Че, ладно. Буду надеяться, что это не будет. Да, это не было. А если было, то это не было. Видимо, это просто наклейка снялась во время доставки. Вот, все на пленке. Вот такая вот бандурина. GeForce RTX. GeForce RTX 355. Верка. Black Edition. Да, огромная. Вот так. Вот так. Так, получается вот это вот 3070 Noctua, мой старый, ну относительно старый, 3070, новый 3090. По охладу этот крупнее, потому что это эксклюзивная версия, с самым большим радиатором, он самый холодный, самый тихий и самый большой вообще из всех, что есть. Он даже больше 3090 Ti, которая огромная, по высоте огромная. Это она огромная, потому что у нее огромные кулеры тут стоят, корпусные, огромнейшие корпусные кулеры стоят, поэтому она такая плоская. Но по весу вот этот легче, этот очень тяжелый, прям жестко чувствуется вес, потому что тут охлаждение более сложно. Там другой сплав и все такое. Тут просто огромный радиатор. Огромный радиатор и все, но он огромный. За счет этого. А, еще плюс карта не такая горячая. Тут GDDR6X на 24 гигабайта, тут GDDR6 на 8 гигабайт. Не такая горячая и плюс огромный радиатор, за счет этого она холодная и тихая. А тут 24 гигабайта GDDR6X. Очень горячая память. И эта карта самая лучшая из всех 3090 Ti, именно из фирмы. Поэтому я именно Евгу взял. Потому что по охладу, по охлаждению. Ну, я там обзоры там сравнивал, там смотрел везде, там MSI, что там еще было, гигабайт, все такое. И самое лучшее вот Евга. Самое лучшее это Евга. Именно по охладу. Хотя есть еще MSI Supreme X, они оба одновременно хорошие. И у того там испарительная камера, здесь испарительная камера хорошая.
Но я выбрал Евгу, потому что, не знаю, по дизайну понравился как-то. И охлад самый хороший. И еще одно. Недавно компания Евга перестала выпускать видеокарты. Это получается вот эта вот серия 3090 Евга. Самая последняя. Все, больше таких карт от фирмы Евги больше никогда не будет. Получается, у меня последняя серия Евги. Получается 12-пиновый переходник 3/8, 3 по 8 пин, переходник на 12 пин. По этому проводу идет где-то, ну, вроде говорили 450 ватт, но в обзорах я видел, там доходило и почти до 500 ватт. Вот по этому проводу идет почти 500 ватт мощности. 408, 407, ну там смотря от какой игры, от какой нагрузки. Вот такой вот переходник 12-пиновый. Он заходит вот сюда. Еще установлю-ка. Вот так вот ставится. Вот. Так, теперь надо все на блок питания подключить на корпусе. Также у них тут, короче, есть собственная технология, типа подставки для видеокарты, только не в виде железки, да, как у других компаний. Они обычно вот тут вот снизу палку ставят. Или железку. А здесь, короче, наоборот, сверху веревку сделали, она будет, короче, провисать сверху. И держать ее. Как этот, поддерживающий веревку. Вот так вот. Сверху чук ставишь и сюда накладываешь. Вот сюда вот специальную выемку. Вот в эту выемку вот так вот ставишь. И она, получается, ее держит как подставку. И это регулятор, ее регулируешь высоту. Сейчас попробую ее поставить на корпусе. Так, ну вот, короче, поставил видеокарту. Это вот для SLI, да? Это для SLI. Чтобы две карты подключить одновременно. Так, все, подключил видеокарту. Немножечко подзаебался с этим милфишем. Сюда, короче, где пульт ставят, ставишь крючок. И вот сюда вот так вот ставишь. Надо еще по высоте настроить. По высоте еще надо настроить, я немножко подзаебался. Минут 10 потратил. Высоту настроил. Высоту. Ну, шататься не должно. Хотя, по-моему, и без елхэша нормально держит. Конструкции так. Видите, вот толщина. Это корпус. Толщина от поломок веса, самого веса. Я думаю, она и без елхэша продержится нормально. Но я все равно на всякий поставил, раз уж она есть, то я ее поставил. Все нормально держится. Так, теперь осталось разобраться с блоком питания. Она у меня на 850 ватт. Сейчас посмотрим. Так, ну все. Блок питания, короче, сейчас я разобрал. Блин, надо было это записать, забыл записать. Блок питания разобрал. Подключил еще один провод на ГПУ. И
Вон. 3 пин подключил и 12 пин подключил. Пришлось по новой все разбирать, блок питания. Провода все разобрал и по новой все подключил, подключив новое питание. Так, 12 пин он подключил на 3 видеокарты. Так, как-то так. Сейчас с той стороны покажу. Так, вот получается. 3 пин, точнее 3 по 8 пин. С видеокарты он на блок питания. Блок питания у меня на 750 Вт. На сайте Евго было написано, что минимум 850 Вт. Буду надеяться, что этого хватит. Ну, по идее, должен потянуть. Это платину. Биквайт 850 платина. У меня на канале обзор есть. Надеюсь, она потянет. По идее, должна потянуть. По минимальным характеристикам. Минимальный блок питания 850. Так. 3 по 8 пин. Видеокарта подключил. Все осталось включить и проверить. Надеюсь, все норм. Ну, собственно, все включилось. Боялся, что что-то будет. Думал, блин, что-то не так, опять подключил, как в прошлый раз. И... Точнее, я в прошлый раз тоже боялся. Я тоже боялся включать. Что-то там сгорит. Ну, слава богу, в прошлый раз включилось, как и сейчас. Сейчас тоже все включилось нормально. Блин, жестко боялся, блин, что-то нету. Подключу опять. Вот такая вот Евго. EFG RTX 3090 Ti. Да, конечно, можно было бы и 4090 взять, но для начала пока 3090 Ti хватит. 4К. Это 4К моник. Теперь будем настраивать драйвера и делать тесты на играх и программах. Как-то так. Так, вот тест RDR 2. Я вот вилку подключил. Где-то 620. 620. Ну где-то максималка 630, 640. 640 Вт максимум. Блок питания на 850 хватает. Запасы. 640. Вот. 647, почти 650. Это чисто видеокарта 430 Вт. Чисто сама видеокарта 430 Вт. А вся система 640. Там процессор, кодер, все такое. Ну как-то так.